move up that left lane, right? Try and get to where the mid usually lurks. And we'll see some counters to that. NaVi, they've gotten rid of that Loon, they've gotten rid of the Colette. And no Charlie either, but we're... Так, идут. Кстати, знаете, что я подумал? Что офигенный эдит можно сделать, когда я там орал. Блять, это просто такие эмоции были, когда в нокауте-то Петя последним соло остался в живых. Блять, можно эдит охуенный в ТикТоке с моим криком, блять, сделать. Думаю, имба зайдет. Ух, так, ладно. Чё по пикам? Смотрите, в бане под вебкой там Колет, они забанили реплей тотем. Потом Корделиус, Колет, Корделиус, Пайпер. Опять NaVi банит Чарли. И Колет также получается. И Лу забанили. Кстати, странно, почему Лу забанили. Ну, maybe они знают, что в геймграбе они на Лу катают тотем. Maybe они эту инфу знают, поэтому в бан кинули Лу. Но это единственные догадки. To finalize things, and certainly having, yeah, Macy again, like I said, coming into this one, I feel like Macy has a place here. I'm definitely warming to her more and more as the brawler that for me has the best cyclability. Is that a word? I'll take it. I'll take it. For Macy on the hypercharge side. А что так тихо сейчас? Close the gap and just everything can really вот так прибавлю. with that particular brawler. Ну, на 30%. Вот так. With that alone, Sandy for reply to something I really quite like that. I do. I think that Sandy can do a good job of, well, okay. Награды есть от чемпионата, как года 2 назад. Да, там есть награды, но я не через сайт смотрю, я через Twitch просто. Я там через канал их просто смотрю и все. Награды не собираю, но я там предикты ставил, у меня там нафармилось пару наград. Блять, ну пик сильный у реплей тотем. Но я думаю, бит посильнее будет Макса. Гейл тоже охуенно. Вот Гейл против Розы, Сэнди вообще. Короче, пик сейчас сильный у NaVi, я думаю. Давайте с Богом. Главное, чтобы ни у кого сердечко не тук-тук, и чтобы все на уверенности были. Блять, 2-2 счет. Понимаете, это на вылет, блять. Это игра на вылет. Если NaVi лузают, все, ГГ. Все, они уже на турнире, ну все. Ну, не участвуют больше. Ну, то, что, в плане вылетают. Если тотем вылетает, то они полностью вылетают. А NaVi проходит в нижнюю сетку. И продолжает участвовать в чейме. Ой, погнали, с Богом. Маури лоу хитпоинтным остался. Мне кажется, все-таки NaVi как будто нервничают. Ну, конечно, ситуация напряженная, 2-2 счет, но как будто чуть-чуть нервничают. Ладно, нормально, выбили Мару. Я говорю, бит лучше тут. Тут на этой карте бит имба. Найс, Ярик нормально накидал. Маури на предик гаджет завязал. Ярик отмансил. Найс, Сэнди убили. Но Джокеру остался один гем. У Куба еще станции так и нету. Бля. Блять, а где ульта у Ярика? Или ее сбили? Ее, походу, сбили. Блять, походу, ГГ. Ладно, еще шансы есть. Блять, если они это откамбэкают, я просто в ахуе буду. Это в такую историю зайдет. Блять, если они камбэкнут, если NaVi еще камбэкнут, это просто... Это войдет в историю. Это войдет в историю, если они это камбэкнут. Все, last round. Если лузают, то все. Это полный вылет. So susceptible to being overthrown. The Max as well, everyone able to explode into action.
it's going to be really tough. They've got to stay out of the bushes. They've got to stay in control. It's very, very tough. But that right-hand side now is cleared up. And that's a promising hope. Look, sometimes and only sometimes a good bit of counterplay is to simply not play the game at all. Надо Мару выбить. Найс. Мару выбили. That's what we saw in game number 1, where Найс, отлично. Сейчас все отлично. Сейчас Кубу подхилится. With us observing what remains in the present. Роза проходит. Already 4 gems strong, but the same goes for reply to Петя уже пропускает. Down, it looks promising. Maru completely denied any value of his super, and Cube is just out of reach of Maru, using the utility of that plugged-in star power to stay just Найс, out of reach. отлично. Гем с Розы. Еще один гем им на базу падает. Куб быстренько фармит гем, тпхается. Роза также на правом лайне. Хорош, Ярик нормально Розу отконтролил. 7 гемов уже. Ну, блядь, Сэнди напрягает немного. Найс, Розу опять контролит. Ярик хорош. Ярик нормально. Ебет. Бля, Ярик соло делает. Охуенно, не, нормально все, заебись. Хороший Куб, еще раз тпхнулся. Зафармил гем, ласт гем остался. Найс. Отлично. Они не успевают по времени. Петя отталкивает двоих. Отлично. Они не успевают по времени собрать все гемы. Им надо Куба выбивать, а Куба они никак не выбьют. Найс, молодцы. Давайте, блядь, пожалуйста. Ебем, ребята, ебем. Ебем, ребята. Ебем, ребята, давайте. Ластовый раунд. 2-2. По счету. 2-2 по раундам. Блять, Мару пиздец. Блять, чё так Мару нагло зашел? Мару еще и выжил. They've gotten 4 gems so far. They need to keep this pressure on top of 8-bit. A little bit of slow in there too. We surely see a super go over the way of Angel Boy. Нормально, Мару убили. Маури летит. Да, как же все трусы рвут, чтобы не проебать. Если тотем за тотем вылетают. Нормально, контроль появился, охуенно. Да похуй, что у них 8 гемов. Надо Мару законтролить. Найс. Нормально. Блять, Маури не убили. Бля. NaVi have got to get this reset or it is done. The gems are split between Joker and Maru. 5 seconds, they've got to find a takedown. Joker, I think there is weak face shift away. The stun is there. Охуеть! Блять, подожди, ладно. Пока еще рано охуевать. Mara's looking for a safe haven in Rosa's natural habitat on the back left in these bushes. Also lurking inside of the invisibility. Angel Boy's going to give it all he's got. And May still pushing forward. Mari looking for the prize on the left side. There's just not enough to get rid of Rosa on the back right side. And reply totem ascend in place of NaVi. Oh my word. We said coming into it that it was going to be the toughest one to call in terms of the predictions. And both teams did not disappoint. My goodness me. What a battle. What a victory for Reply Totem. They dodged a huge bullet. And it's a huge commiseration for NaVi. That same fate they met in 2022. And it's the same story in 2023. Is there such thing as a perfect match? It's certainly not a perfect ending here for NaVi. After so many trials and tribulations this year, to amount to a double match point loss at the World Finals.
On the other hand, Reply Totem, they've earned their title back as one of the most dominant teams in the region, now representing the EMEA region on the international stage during day 3. I need a moment to just collect myself. What an entertaining matchup to end the day on. I mean, if this is anything to expect. Бля, это просто такой пиздец. Это как в прошлом году. Да как в прошлом году первыми, так и в этот раз тоже. Это так обидно. Это просто пиздец. Reply Totem, I mean, what an absolute performance here. NaVi coming back in game number 2. Очень обидно. Да и с таким-то счетом. Они шли 2-1. Оставался вроде ласт раунд им. Подождите, ребят, если не ошибаюсь, они шли 2-1 в каком-то режиме, да? И им оставался ласт раунд, да, вроде выиграть? Да? Или ошибаюсь? Ну, ласт раунд имеется в виду, не ласт режим. Не ласт, ну, короче, да, не ласт режим, а ласт раунд, да? А, в ББ, да? Ласт раунд в ББ, да, им оставалось выиграть? Когда Петя на Вороне был. Да, я понял. И 3-1 бы закрыли. А ТТМ взяли и откамбэкали. 3-2. Потому что у ТТМ тоже пиздец какая мотивация была не слить это. Вот. Потому что они бы тоже вылетели бы тогда. А так они теперь в нижней сетке, а NaVi проиграли 2 команды, Tribe Gaming и Тотему. И, к сожалению, не попадают. Ну, дальше. Ну, то есть в следующие next дни уже NaVi не будет. Все, это уже ГГ. Ну, вроде ГГ, да. Я не шарю, там, ну, скорее всего, мне сказали, то, что нижняя сетка. Скорее всего, все ГГ. Ой. Ну, на самом деле, вот честно скажу, последний год был интересный. В плане, что такой последний чемпионат по БСу, да? Вот, то, что уже, скорее всего, если в 24-м будет чемпионат, там уже не будет Куба. Ну, Ярик, он maybe будет, Петя maybe будет. Но я не знаю, ну реально, я хз, что будет в 24-м году с БСом. Но Brawl уже скатился сама, ну, сама по себе как игра. Вот, играет сейчас мало людей. То есть, не, она интересная игра, но не хайповая, как раньше. Активность сейчас не такая ебейшая, как раньше. Вот, и интерес у всех, вот, кто играли в 2017-2018 году, все, у всех пропал интерес. И Куб, скорее всего, там, Куб поговорил то, что вроде ливнет. Вот, короче, вот так, да. Обидно, обидно. Пиздец, как обидно. Какие 3 ляма онлайна в день, братан? Где ты увидел, что по БСу 3 ляма онлайна в день? Где ты эту стату увидел? Ой. Обидно очень. Обидно. Ой. Аурум? Да, там Аурум был. Я не знаю, на самом деле, теперь по БСу, когда будут вообще стримы. Скорее всего, вряд ли уже за все время будут они. Наверное, их не будет уже больше. Уже по другим играм в БС, наверное, уже maybe вряд ли как-то буду стримить его. Вот, ну может как-то будет, но очень прям маловероятно. И еще скоро мне придется, ребят, там это, лечь, короче. О. Вот такой у нас, блядь, поворот событий. 1-0 за тотемом. Finally get a set on the board and breathe a sigh of relief, bringing back some of that energy along the way. It took a draw, but they came out on top, smelling of roses. Without a doubt, Reply Totem, I mean, what an effort from them too, but NaVi, I think we have to give them some credit.
super in hand. Some sort of defense needs to arrive, but already one falls for NaVi, the hypercharge in from Joker. Oh, this is really, really tough of a defense here for NaVi. The ball finds Maori's feet. The shot there, intercepted off the line. Maori, can he find it and get it through to Joker? They're going to be able to force it. That is exactly what Reply Totem needed. With 35 seconds on the clock, there is little time for a response. We're at match point. Reply Totem could still bring it on to set 5. Double super there from Maurer, contacting both Cube and MMA, but they'll still press on. See a kill onto Totem. MMA is going to try and get that initial frag. Maori, he's low on health. Angel Boy looks for the pass to Cube. Joker is ready to intercept. He has the super. Purple popped by Angel Boy. Joker still not going to fall. He refuses to die. And Reply Totem with 10 seconds left on the clock just have to defend the back right corner. Perfect defense. Ой, там донатили деньги. Спасибо. To absolutely seal it, and they're bringing things back. They've evaded the match point. I said it from the beginning, and I'm so glad to see it. We're going all the way. Just like you, I wouldn't have it any other way. What a year it's been for both of these teams, and now they get to prove themselves on the big stage, but it does all come down to just a single set. And one game from now, we'll be at match point for one of these teams. It is seriously getting down to the wire. I mean, when it comes down to this draft, I mean, Чё, no блядь, как pressure, так guys. получилось, No нахуй? pressure. I mean, this is where the preparation does really count. Every single moment matters now, and Reply Totem just dodged a huge bullet. I mean, that speaks volumes to me about their ability to handle pressure. And this is the thing, you know, both of these two teams have performed exceptionally well. But whoever loses this last Нормально. set will go home at the first hurdle. And for NaVi, when you look back to 2022, that's exactly what happened to them. And they were devastated by it. This is a much more Так, intensive что за хуйня? but they don't Они have еще не the доиграли? of that. They want to turn things back around, and for Reply Totem as well. If they were to leave at this stage of the competition, it would be their Я worst прихожу, а performance ты in the вот. EA World Finals. There is so much on the line on this next game. Ну, это я, что я, блядь, вырубился немножко. More so for NaVi than anyone else, and they're closer to achieving Не victory than повезло. they have ever been before. Now is the time to rise to the challenge and Да я понял, что за, блядь, ну напишите еще 3 раза, нахуй, я ж читать не умею, блядь. Now, in that last draft, we saw that hypercharge types. We want to see them ради выигрывает. move up that left lane, right? Try and get to where the mid usually lurks. And we'll see some counters to that. NaVi, they've gotten rid of that Lou, they've gotten rid of the Colette. And no Charlie either, but whoa, what an early tank pick. Very early. I mean, Shelly's still the pick. That's very much likely to show its face now. I don't know how sold I am. I mean, Rosa, don't get me wrong, is very, very good at the moment. And the hypercharge just elevates her even more so. But I've got to feel like Reply Totem to be able to make that kind of decision. It's a bold move, and that speaks a little bit of a strategy in mind. But let's see the response from NaVi here and what they want to do about that. But that is bold. Well, no matter the response from NaVi, Reply Totem are going to have to find some sort of accessory to this, okay? They're going to have to find some way to help Rosa close in range. Now, that could be a Max, that could be a Gray. I feel like more of Gray would be the solution here, but, I mean, do we usually see that on less stuff? It's not banned out here, so it's certainly an option. And it's going to be lacking in DPS versus something so tanky like an 8-bit. Your Reply Totem on the team really for me to have that Gray really work for them well. The 8-bit though that I was wanting to see is snapped up by NaVi, and that brings me a lot of hope towards how this draft might fare. The side lanes now is where they're going to be focusing their time to finalize things, and certainly having, Macy again, like I said, coming into this one, I feel like Macy has a place here. I'm definitely warming to her more and more as the brawler that for me has the best cycle ability. Is that a word? I'll take it, for Macy on the hypercharge side. You know, the gadget to be able to close the gap and just everything can really explode with that particular brawler. Those turnarounds can happen. Они опять эту хуйню взяли. Sandy for Reply Totem, and I Sandy, really no way. I do. I think that Sandy can do a good job of, well, okay, here's our Добавь. delivery mechanism. This is the strat. Да я вижу, смайлики, вижу, я все вижу, блядь, But it's time for us to revive the past. I talked about Totem like picking something like Bell. Okay, that was good the day before yesterday. Now we revive the Sandy Max, which I don't think NaVi were really expecting. It's going to be tough, more importantly, for Maisie to hit those shots. It
takes them a while for them to get up to full speed. She's going to find most of her value in countering things out if she gets that super, which she certainly will, but she has to be in the right place at the right time. Now the Gale, that's got to be a slow Gale. That's got to be a Gale slow star power. I mean, for me as well, like, I'd normally be the first to scrutinize the Gale pick, but I think it's actually quite smart. It can deflate those big max pushes with the speed coming into play. This is going to go. Так, счет 2-2, сейчас решающая катка, да? As far as I can see, have what they wanted to land. I mean, that road to Не, я не добавил. the follow-up was there. The strategy that they have in mind, I imagine, is tried and tested. But the question for me is, will NaVi have seen through it? Have they got the response they need? Давайте, трахать, друзья, трахать. It's very susceptible to a big, heavy push, and we know that the slow and sluggish pace really does open that. Ну, они взяли, блядь, вон, Angel Boy у нас сын, блядь, сын полуброка, полупайпер, нахуй. Wow, Totem, they completely went down that right lane. They had both of their aggro brawlers try and make it happen. Here comes Mara on the right side, getting pushed back by MMA. He still remains just barely alive, getting pinched super hard. In the meantime, though, Mary has managed to get a super on the Angel Boy. He'll pop that once Rosa starts to respawn. Here it comes, and they even get a little bit of chip damage off of the Rude Sands. Mary gets free reign, and here comes Maru in with the super. Cube, he's quite vulnerable here. It's a gadget already used. Joker now with 8 gems over his head. That's every single gem going to Totem so far. For me, their Cube did well, but is struggling a bit into the mid. Nice twist there from MMA will keep him able to stay on task. But the gems, all with Reply Totem, they are one away now from Countdown, and NaVi have just not been in this game. It doesn't seem like they have any counterplay either. I mean, there's the hypercharge for Angel Boy. That's got to be what it is. Here comes the dash in. He's completely frozen. Maru now countering him out, and there's the area control from Reply Totem. With 15 seconds left, they have to fend off MMA on the right side. Cube also feeling so much pressure here from Maru, and Angel Boy continues trying to close in. But it's got to be done and dusted. Reply Totem, they're so safe and sound in the back right corner. It's a win, and we go on to match point. Joker's cheering the crowd to get behind him, and what a time for it. This is their moment, and I feel the draft was so calculated. The question now is, can NaVi make good on the mistakes? They just were not. Кенту только что написал, что встречу мы отменили, блядь, потому что я спать пойду. Чем закончился матч NaVi Трайб? Мы ж, блядь, устало зайти нахуй не можем, да? У нас, блядь, ручки, блядь, вместо рук лапы, блядь, или я хуй знает. И посмотреть. Похуй. Ну, блядь, если не можешь, то NaVi проиграли. А, лагает. Вот, то же самое у меня. Нету каналов там добавления. A good bit of counterplay is to simply not play the game at all if it's a guaranteed loss, if it's an already solved game. And that's what we saw in game number 1, where Reply Totem, they refused to engage on the left side. Не, братан, Try to this time with Maru on the left side, ended up giving a super onto Angel Boy, and the rest is history. Короче, иди нахуй. Observing what remains in the present. NaVi already 4 gems strong, but the same goes for Reply Totem. Now with the Root Sands down, it looks promising. Maru completely denied any value of the super, and Cube is just out of reach of Maru, using the utility of that plugged-in star power to stay just out of reach and even grab a free gem for himself. Им выходить надо, блядь. They're playing this a lot better. They're playing a lot more cautiously as well. MMA just was able to just evade the unfriendly bushes in the previous instance there. Angel Boy is susceptible, but it's not going to make much difference. Ох, ебать, как так-то? А, ладно, нормально, хорошо, умница. Keeping Cube able to just contest this mid continuously. So 7 gems to the 6. It's a much closer game, but as we've seen time and time before, it can all change in an instant. Hypercharge there for Angel Boy. Amazing value for him as well. And the right hand side all cleared up, and all 3 members of NaVi stay standing. It's gruesome to watch Reply Totem try in and push, but they just have so much CC on the side of NaVi. And the Angel Boy is still armed with his super. There it is. Mary taken down, but it's really just a trade. Ну нахуй мне, блядь, которые человек, которые не смотрят игру, блядь, но не смотрят мой пиздеж. Пошли нахуй они. Я вообще не понял, как вы все тут оказались, блядь. В начале катки у меня сидел, блядь, лавакек, блядь, полухуй, бля, муравей какой-то в чате, что-то переписывались друг с другом, блядь. И все нахуй. Как вы вообще пришли сюда все, блядь, я не понимаю. Ой, ебать, это деваха, я знаю ее, клянусь, знаю. Красивая. Она контент-креаторша, по-моему.
Спал с ним. Well, to counteract the pressure, there's plenty of Слышал, support что from the мама. audience as well. You can hear them cheering for both NaVi and Totem, but it only goes so far. It still has to happen in the game. Mara's going for a touchdown all the way to the enemy's side. He's even gonna go all the way back, running from one side to the next. Little touchdown there at the end too. Это Лана, да, это Нави, этот, бля, это думает, что за деваха, это из Нави, которая... Целый, блядь. Не, ну все, пизда, посмотрите, как их зажали, сейчас надо Маури убивать. Ладно, фух, они не смогли отжать сегодня. If Angel Boy gets into that spot on that left-hand side, he's going to be cautious there of Maru, who's going now with the speed. Oh my word, he's unstoppable. No one wants to deal with him. He's being pushed from the right, forced back from the left. Блядь, ну как они хуё... Ладно, ебать, хорош. Trying to make something happen. He knows that he has to stay on top at this point. Just one gem to the way of Reply Totem, and it's all over. One elimination after the next. MMA has got to be the lifeblood of this team. The final gem for Reply Totem, they get to run it back. 9-1 apiece, and with only 12 seconds to go. NaVi have got to get this reset or it is done. The gems are split between Joker and Maru. 5 seconds, they've got to find a takedown. Joker, I think there is weak face shift away. The stun is there. Ебать! Блядь! They can't get the gems out. They're in the pocket of Maru. They've got to do it all again. Mara's looking for his haven in a Rose's natural habitat on the back left in these bushes. Also lurking inside of the invisibility. Angel Boy's going to give it all he's got. And May still pushing forward. Maori looking for the prize on the left side. There's just not enough to get rid of Rosa on the back right side. And Reply Totem ascend in place of NaVi. Пиздец. Грустно. Ну нахуй я аж проснулся, блядь. We said coming into it that it was going to be the toughest one to call in terms of the predictions, and both teams did not disappoint. My goodness me! What a victory for Reply Totem. They dodged a huge bullet, and it's a huge commiseration for NaVi. That same fate they met in 2022, and it's the same story in 2023. Is there such thing as a perfect match? It's certainly not a perfect ending here for NaVi. After so many trials and tribulations this year, to amount to a double match point loss at the World Finals. On the other hand, Reply Totem, they've earned their title back as one of the most dominant teams in the region, now representing the EMEA region on the international stage during day 3. I need a moment to just collect myself. What an entertaining matchup to end the day on. I mean, if this is anything to expect for what's to come, I cannot wait for day 2. I mean, that was some of the best Brawl I have ever seen. It just had me on my feet the entire way through, and that's not because there's no chairs in the car. Что тут? Win. It's not really been much to show. An Angel on the left-hand side coming out strong. Надо было ей голосовой записывать, реально. Под женский голос я бы устал, блядь. Как этот, блядь. Просто с нихуя. Ладно. Бля, грустно, что Нави ебали. Последний выпитый глоток, я снова с тобой раздеваюсь, но вряд ли к этому готов. Не, подожди, там другая карта. Вот это вот, точняк. Ну они, в принципе, забанили Альтуху, Лу, Чарли. Нормальный. Так, ну что по пику? Можно Бастера первым пиком взять в целом? Ну или Розу, да, нормально. С гиперзарядом Роза, в принципе, неплохая. В их случае Бастер уже лучше не брать, потому что, скорее всего, ну типа Роза перебивает Бастера, по факту. На мид я бы пикнул Нани. Честно, я бы Нани попробовал пикнуть на мид. Я бы взял Нани. На лайн, Корделиус бан, блять, это плохо. speaks a strategy in mind. Мейси на... Чака можно взять, кстати.
Можно рискнуть взять Чака, он тут неплохой. Типа, я помню, в лиге играл, кстати, он реально тут неплохо играется. Но такой себе пик. 8 бит на мид. Ну, не знаю, я бы лучше б на... Ну, бля, не знаю, хз. Прима, не, Прима не очень, Прима не очень. Задержка у тебя, не знал. Да, задержка у меня ёбнутая. Задержка у меня ёбнутая, я не знаю, почему она автоматом выставилась. 25 секунд задержка. БК надо. Гейл. Шелли. Ну, на лайн можно Гейла взять, кстати, не спорю. Можно взять Гейла. Месси. Ну, хороший пик, хороший. Я думал про нее сказать, но... Я просто эту карту особо не знаю, честно. Я не могу тут советовать. Эта карта для меня новшество. Я на ней никогда не играл. Она же новая вроде, да? Мортис? Не, Мортис без такого. Сэнди взяли. И кто у них мид будет? Мне даже интересно. Кто мид может быть? Макс мид. Нихуя себе. Интересно, кстати. Макс. Макс, это интересно. Второй лайн у них будет кто? Вообще не знаю. Бастер? Может быть, Бастер будет. Месси на Розу, Бастер на Сэнди. Может быть, Бастер, но вряд ли. Фэнк, кстати, есть. Ебать, Фэнк есть. Можно Фэнга взять. Парни, берите Фэнга, попробуйте. Мне кажется, охуенно было бы. Гейл, ну они не стали рисковать. Просто Фэнк неплохой был бы, объективно. Фэнк может и Розу забрать, и Сэнди в целом, и закомбэчить. Но это очень стрёмно было бы брать, поэтому Гейл получше. Гейл постабильнее будет. Макс, как я понял, они пикнули под Розу, чтобы Роза в начале со скоростью Макс была, потом прожимала гиперзаряд и продолжала эту скорость, чтобы у нее скорость была в районе 8 секунд, я понял. Шелли? Не, Шелли... Какой Шелли? Не-не-не. Шелли не очень. Ну, бит, я уверен, ну да, 100% бит со скоростью играет. Ну, вы поняли, про какую скорость я имею в виду. Не, ну тут нужно забирать, парни, забирайте, я вас прошу просто, серьезно. У Гейла, кстати, замедление. А, нет, у него стан. Хорошо, окей. Парни, ебите, я вас прошу. У вас пик хороший, Месси хороший пик. Месси, в принципе, хороший пик. Гейл контра Розе. И вообще, как мне говорили гиперзарядным типам, не очень гаджет сейчас был. Блядь, Сэнди сейчас новую ульту набьет уже скоро. Нужно выбивать лайн, нужно выбивать лайн. Хороший байт, кстати, был на гаджет. Не минус Роза, к сожалению, но он ее отгородил. Ульту она, конечно, сломала, это плохо. 9-1, это пиздец. Им нужно выбивать, они никак не накопят, им нужно выбивать. Ну, Макс я ебал, Макс просто очень жестко ебашит. Блять, все, пизда. Все, пизда. Пиздец. Ладно, у них есть еще один шанс. Матчпоинт, пожалуйста, NaVi, не въебите. 2-1 выигрывали, не проебите 3-2, я вас просто прошу, NaVi. А LG против кого? Они уже сыграли. Против BC были и еще кого-то. Против РНТ. Тотемы из-за Макса камбэча. Да, есть такое. 292 онлайн. Всем здорово, кто зашел. Давайте добьем фастом 300. Вот сейчас у них хорошее начало. Сейчас у NaVi хорошее начало. Они ульту по-другому ставят. Блять, ебите, я вас прошу, NaVi, ебите. Просто ебите нахуй. Ульта, хорош. Сейчас новая ульта будет. Тычку. Ангелбой, тычку по Розе. Хорошо, отлично. Сейчас у них смена будет, скорее всего, да? Роза пойдет на правый лайн.
Хорошо, нормально, нормально. 4-4, хорошо. Нельзя проебать сейчас Сэнди. Сэнди лоу. Нормально, Гейл хорош, лучший. Хуёво то, что выбили Мэйси. Очень хуёво. Очень хуёво то, что Мэйси выбили. Нормально, Розу выбивают. 5-5. Гем забрал лучший. Розу забрать, пожалуйста, парни. Розу. Хорошо. Роза минус лучшие. Жить. Забрать обязательно этот гем. Нормально. Еще раз. Хорошо. Розу Нормально. Выбить Сэнди. Лучший, хорошо. 10-7. Они не собирают. 10-7. Все, они не собирают никак. Ебашьте. Все, они никак не собирают. Все, это просто... Сейчас просто дабл матчпоинт. Это просто ебанутая тема сейчас будет. Все, просто давайте. NaVi. Все, похуй. Ебашим. О, хуяси тут это, как его, блядь. Забыл, короче, как его зовут. Лана, вот, точно. Очень плохо то, что их зажимают. Очень плохо, блядь, как же их зажимают, это пизда. Парни, то, что вас зажимают, это очень хуёво сейчас. Это очень плохо. Давай, кубик ульту и просто выбивай нахуй кого-нибудь. Розу выбить, Розу надо выбить. Блядь, как же плохо. Хорошо. Плохо. 7-0, блядь? Вы что, ебанулись, что ли? Какой 7-0? Не-не-не, парни, собираемся и ебашим. Давайте. Лоу хп Сэнди. Минус Сэнди, отлично. Контроль ваш. Просто аккуратно играем. Играем просто аккуратно. У Розы гиперзаряд. Гейл просто нужно ему набить ульту и лишний раз оттолкнуть эту Розу, чтобы она нормально не запушила. Нормально? Хорошо. Нет. Блять. Сэнди забрать. Пизда. Блять. Тихо! Подожди, тихо. Блять, вот бы сейчас бит с гемами тэпнулся. Ебать, это халява была бы, если бит с гемами тэпнулся. Блять. Все, пиздец. NaVi проебали нахуй. Блять, ебаный рот, пизда. Просто пизда. Просто пизда. Просто пиздец. Очень близко, so close, прям вообще максимально so close. Очень обидно то, что они проебали. Очень обидно. Максимально обидно просто, я не знаю. Просто овер обидно. 300 онлайн так и не добили, блять. Хуёво. Но это сильная игра была. Это сильная игра была, ёбнутая. Но могли забрать. Чуть-чуть поддавить и могли. Просто очень неуверенно играли в третьей катке. Максимально неуверенно. Из-за того, что они максимально неуверенно играли в третьей катке, они сейчас, соответственно, проебали. Ну, не в третьей катке, а вот, ну, вы поняли.
в решающем матче. У Пети лицо грустное. Ну там, у кого бы там лицо не грустное было, это пиздец. Это пиздец просто. Очень обидно то, что NaVi проебали. Очень обидно, пиздец как обидно. Типы не понимают, те, которые говорят, типа, NaVi сосать всякое такое, они не понимают то, что если бы NaVi выиграли, Brawl Stars бы, вру, аудитории вышел бы, ну, как-нибудь немножко бы бэкнулся на прежний уровень. Они это не понимают. Очень обидно, блядь. Чё поделать? Что поделать? Ну, что тогда следующие стримы, соответственно, уже можете наблюдать за Папахеллом, смотреть у него следующие игры, потому что я не вижу смысла стримить, когда нет NaVi. Это прям вообще такое себе. Они там вряд ли много чего слышат. Ну что ж, первым пикают реплай тотем. Забанили Корделю с Пайпер и Калету. Нату Свинсер забанили Калету, также Чарли, тоже стандарт. И забанили Лу. Первый пик Роза для реплай тотем. Что против Розы можно противопоставить? Будет ли какая-то Шелли? Будет ли Тара? Будет ли что-то еще, что будет контрить Розу? 8 бит первым пиком для Натус Винсер, рожденные побеждать. Хотят играть мощно, но сейвово. Так, Селяви там что-то прям конкретное придумает, говорит, кубику, говорит, ты, говорит, смотри у меня. Вот и смотрите, Селяви, какие губки были бантиком, вы видели это? Как это мило. Не, Сева красавчик. Кубик что-то расстроен, походу дела, Селяви ему там что-то предложил, какой-то пик выбрать, который не очень хочет играть кубик. А именно Месси выбирает куб. Это прям явно недоволен кубик. Вопрос теперь к Ангел Бою. Чем он будет играть? Реплай тотем, забирает себе Сэнди. И Макс, боже мой, это первая Макс на этом турнире. Макс, Сэнди, Роза. Японский городовой. Возьмите Шелли. Нет, ну там Месси есть, хотя Месси Сэнди будет контрить в какой-то степени, да, гаджетом. Ну, блин, надо что-то мощное взять. Надо прям что-то вот, тут прям что-то такое. Прям что-то, что прям такое. Возьмите... А чё проблема? Возьмите Гейла, возьмите Морца, возьмите Биби на худой конец. Развалите им там всем кабинет. Они от Биби вообще офигеют. Говорят, нифига себе, говорит, Биби взяли. А что с ней делать? Мы не знаем, какой-то персонаж такой есть, блин. Играл, наверное, в 2019 году последний раз на нем. Возьмите их, удивите. Но взяли Гейла, и, в принципе, тоже неплохо. Гейл может откидывать, Гейл может замедлять, или, может быть, стан даже возьмут. Но в стан вряд ли. Вот, кстати, может быть, Эмс, да, можно было взять тоже, почему нет? Но в любом случае, Гейл. И таким пиком уже будут играть, уже ничего не изменится, ребята. Начинается игра, последний на сегодня режим. Масс сразу же пострадал очень сильно от Сэнди. Сэнди тоже очень битая. Ну и кубик не попадает. Хорошо, Маури может забрать, не получается. Джокер ускорение пошло, 4 гема есть для них. Ангелбой пока что вообще не активен на левом фланге. Пытается там что-то откуда-то накидать. Как здесь забирать Розу, пока не ясно. Все-таки стан играет свой ММА. Аккуратненько по Розе накидали. Хорошо, переиграли ее. 6 гемов для команды Реплай Тотем. У Кубика есть ульта. У Кубика есть ускорение, есть ТП. И вот Сэнди, конечно, здесь свою тычку дала. Прям корявую. В плане ультимейта. И 8-й гем забирает без труда Джокер для своей команды.
For me, their Cube did well, but is struggling a bit into the mid. Nice twist there from MMA will keep him able to stay on task. But the gems all with reply. Поймать бы Джокера сейчас как-то, но приходится хилиться команде NaVi. Ускорение пошло. Сэнди, Роза. Минус куб. Возможно, будет минус Ангелбой. Ну, там, в принципе, не нужен этот минус. 10-й гем Джокер уносит. И шансы на то, что камбэкнется эта катка, ну, мягко говоря, маленькие. Просто уходит Джокер и сейвит свои гемы. Ребята, матчпоинт для реплай тотем. Joker's cheering the crowd to get behind him, and what a time for it. This is their moment, and I feel the draft was so calculated. The question now is, can NaVi make good on the mistakes? They just were not present. They were not in that last game, and I love it. It's so smart. Интересно, почему не Шелли? И карту раскрыть, и Месси хорошо будет, и Роза будет отлетать. Ну или база взять. База взять! Точно, почему база бы не взять? Хорошо, начало хорошее. Кубик 3 гема для него, ММА помогает переигрывать. Справа Сэнди. Замедление по Розе. Розу можно здесь развалить. Ангелбой просто попасть. Хорошо, куб. Нормально. Джокер битый. Уходит. ММА попасть по Маури. Куб саппортит. И пока вроде все хорошо. У нас Свинсер. Ускорение пошло от Джокера. У ММА есть ульта. Сэнди. Тучку накинула. ММА готовится. Хорошо. Ультимейт сработал. Надо забирать Розу. У нее еще гем. У нее гем, ребята, надо забирать. Хорошо, гемчик 5 выпадает. 5-5 пока счет. 6-й гемчик тоже пытается забрать сейчас. Маури пытается здесь. Ай, зараза, какая сидит там в этих кустах. Ангелбой. Можно пробовать даже на мид выскочить как-то раз на раз. Хорошо, Ангелбой, отлично. Минус Роза. Куб страдает. Надо подхилиться. Спокойно, ребята, стабильно. Идете, все окей. Главное, Сэнди не нафидить ульту. Роза с ультой. Замедлили. Хорошо, Ангелбой, еще одна ульта. Отлично, минус Маури. Простите, минус Мару. Маури уходит. 7-7. 8-й гем для Куба. Прямо сейчас. Джокер. Ай-яй-яй, больно по кубику. Больно. Гем есть. 9-й для Надус Винсер. И 10-й на их сторону будет. Сейчас будет упарываться Ангелбой. Хорошо, забирает. Есть минус. Давайте 10-й гем. Все, можно сейвить. Отлично. ММА не даст просто так пройти. Может даже кому-то умереть, чтобы с баблом резнуться, чтобы просто так не забрали гемы. 8-й выпадает, но им надо выбивать. У кубика 10 тысяч хп, так просто не получится. 5 секунд до конца, Маури врубает Гирс, минус 1, минус 2, и Маури уже ничего не сделает. Но своей Сэнди, это, ребята, дабл матчпоинт, как это возможно? Еще один за сегодня, еще один, вы понимаете, уже 7:30 практически вечера. Ладно, привет. Сидит там, что-то снимает, говорит, я опять, говорит, среди кучи мужиков видали, да? Завидуйте. Так. Ох, шутки от Папахелла. Белоснежка. Татус Винсер. Дабл матчпоинт. Еще один. Я не верю своим глазам, ушам, всему, что есть. Просто не верю, ребята. Начало не самое радужное для нас Свинсер в третьей партии. Агрессивная ульта, кстати говоря, от кубика ставится. Замедление. Ангелбой. Очень плохо. Еще замедление. Надо. Здесь хорошо расправляется. Но Маури под ускорением залетает. Минус кубик. 7 гемов уже для реплай тотем. Все плохо, ребята. Все очень плохо. Надо им как-то здесь постабильней быть. На правом фланге. Ангелбой, попасть! Еще одну! Давай! Есть! Отлично, все. Но 8 гемов уже у команды реплай тотем. На ошибочки поймать сейчас так просто не получится Джокер. У него слишком много мобильности и гаджетов. 9-й забирает. Ускорение нету, но 10-й гем можно прямо сейчас забрать. По ходу дела реплай тотем. Нет, Ангелбой забирает одного. Маури замедлен. Еще попасть Ангелбой. Пожалуйста, попадите. Ну, блин, Маури, какой же ты! Зараза! Так, ММА, в твоих руках судьба! Судьба только что отправилась на респаун, и 14 секунд до краха. Натус Винсер.
Будет ли выбивание? Будет ли выбивание? Надо выбить, попадать! Заедь, контакт! Давай, давай, дави! Ну, Роза не уничтожить! Кубик живет. Ай, Кубик не получилось переиграть, очень обидно. И Ангел Бой здесь уже, наверное, не сможет. Один вместе с ММА переиграть за 5 секунд, слишком много хп у Розы. И это, ребята, GG. Oh my word! We said coming into it that it was going to be the toughest one to call in terms of the predictions, and both teams did not disappoint. Это, ребята, GG. Реплай Тотем переигрывают Нату Свинсер на дабл матчпоинте со счетом 3-2. И проходит в плей-офф, а Нату Свинсер, к сожалению, уходят в закат и отправляются домой на заслуженный отдых. After so many trials and tribulations this year, to amount to a double match point loss at the World Finals. On the other hand, Reply Totem, they've earned their title back as one of the most dominant teams in the region, now representing the EMEA region on the international stage during day 3.